Сегодня поговорим о мясорубке. Как обычно точат мясорубку? Берут стекло, ложат, потому что оно ровное, потом ложат наждачку, приклеивают ее на двухсторонний скотч и затем уже точат нож и сетку, потому что они вдвоем работают как ножницы и создают режущий момент для мяса. Я в свое время делал себе вот такую точилку из дерева, обточил, она довольно у меня удобная. И, естественно, то либо вручную делать, либо делать на машинке. Вот, поправляю нож, и единственное, что, как говорится, нужно добиться ровной плоскости, чтобы нож и сетка идеально совпадали, и чтобы создавали отверстия сетки, режущую кромку для ножа, то есть мясо туда попадает и нож срезает его. Работает по принципу ножниц. Решил намочить, потому что греется. Сразу скажу, что из завода бывают часто вот такие проблемы. Видите, я вот покажу, даже вот это наточил, но видите, есть канавки. Но я сейчас не буду это все доводить до идеала. В принципе, вот так вот точится нож и сетка. Хотя я говорю, вот сами кромки, они должны составлять как бы такой угол примыкания с отверстиями, чтобы срезалось мясо. То есть понятно, нож должен прижиматься к сетке. Но существует такой момент, что прижим этот чаще всего не достигается. Почему? Потому что на шнеке сзади есть шайба, и если прижима не будет, то появится зазор, и там будет застревать мясо, и оно будет не резаться, а будет выдавливаться, забивая этот промежуток жилами. Почему это происходит? Потому что выработалась задняя шайба на шнеке. Она создает вот тот самый прижимной момент. Без него, как бы не был наточен нож и сетка, ничего не получится. Вот так вот нож по сетке должен срезать мясо. А шайба упираться в корпус мясорубки. Таким образом у вас не будет люфта, а значит не будет зазора. Сетка должна вот так вот выпирать. Для чего? Чтобы ее можно было круговой вот этой гайкой прикрутить и создать, как говорится, напряжение, чтобы все было плотно прижато. Вот, в принципе, и в этом секрет. Даже если вы наточите нож и сетку, но не будет прижима и у вас будет люфт продольный, то у вас ничего не получится. Вот даже не вытачивают в ноль заводские дефекты, которые я вам показывал. Вот так это сейчас все работает. Зажимаю. Вот теперь все прижато. Теперь мясо должно, фарш должен течь ручейком. Вот видите, вот этот процесс пошел. Все течет ручейком. Значит, как говорится, заточка справилась и все, теперь нормально. Вот такой секрет, о котором мало кто знает. Сейчас вот давайте посмотрим, что же там намоталось или не намоталось. Смотрите, зазора не было, жила намоталась там, где нож не доставал, а так бы она бы была вот по всей сетке. Видите, вот эти жилки. А по самой сетке, то есть нож проходил и мясо беспрепятственно прошло. Вот такой вот секрет. Так что, наточив нож и сетку, не забывайте об этой задней прокладке. Кстати, я купил, она две шайбы металлические и посередине пластиковая. Она еще выполняет функцию, чтобы мясо в обратку не выдавливало в корпусе мясорубки. На этом все. Кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До свидания.
Ну а вот и котлетки подоспели.